Привет всем! Это у нас котик Вилли, кто не знает. Он пытается вместиться в кресло. Но с его 13 килограммами это не очень получается. Итак, сегодня ролик про то, чем же занимается котик Вилли в наше отсутствие. Мы часто ездим, путешествуем. Котик остается сам. И вот посмотрим, как он страдает и как ему там одному. А также мы посмотрим на всякую живность, которую можно увидеть в Швейцарии. Мы ездили в этот раз в Швейцарию, и там было очень много чего интересного. Всякие рогатые, всякие собачки. В конце я задам загадку про вот этих рогатых. Так, едем. Мы ехали на поезде, там потом на автобусе, на чем мы только не ехали. Мы побывали в разных местах Швейцарии. Мы сейчас увидим некоторые из них. А именно то, что связано с живностью и растениями. Итак, это у нас Лугано. То есть на границе с Италией. Это была такая финишная точка нашей поездки. И вот мы ехали и думали, что бедный котик, как он там, наверное, лежит, о нас вспоминает. И ждет, не дождется. Ну когда же мы наконец приедем? Вот смотрим, а разведка доложила вот. Оказывается, котик достал свою мышь, где-то ее вытащил, прекрасно развлекает сам себя. Вот так. И как-то не выглядит он особо страдающим, особо переживающим. Это нас очень обрадовало, значит, у него все хорошо. Это у нас Люцерн. Интересный город. Немецкоязычная часть. У них везде немецкий такой своеобразный, что идут титры обязательно. Титры по телевизору идут на Hochdeutsch. А то, что говорится, к титрам имеет отношение такое опосредованное. А вот это лебеди. Вы знаете, у меня на канале огромное количество роликов про лебедей. Лебеди ходят к нам в дом, а мы с ними дружим. И вот здесь смотрите, какие крупные особи. Тут их вижу 5-6. Это, скорее всего, это молодежь. А вот это у нас утки. Утки такие же, как у нас на озере. И смотрите, у них тут завязываются какие-то интересные отношения. Ой-ой-ой-ой-ой. Как-то я снял не то, что надо. Ой, что ж там происходит-то? Они просто игрались. Они поигрались. И плавают дальше. Вот этот цапли. Любой нормальный город Швейцарии обязательно имеет свое озеро. Это обязательно. И в этом озере обязательно вставляют такой фонтан в виде шланга, из которого вода вверх бьет. Это они у Женевского озера научились. Сейчас повсеместно. А вот это у них петухи. Это крепостная стена вот этого самого Люцерна. Вдоль нее интересная прогулка. И тут мы увидели вот этих ребят. Задание, пожалуйста. Во-первых, кто это такие, откуда они? И что-нибудь про них интересное. Кто знает, напишите, пожалуйста. Смотрите. А я даже не знал. Смотрю, я думаю, они сейчас рогами друг друга начнут. Или это просто друзья. Меланхоличные такие. Который посветлее мне очень понравился. Он такой хиппи. Сейчас посмотрит. Вот такой взгляд у него великолепный. Из-под челки. Вот так вот. Ой. Вообще красавец. Жвачку жует. Итак, жду от вас в комментариях ответов. Что это за ребята? А кот Вилли тем временем с мышой занимается просто целыми днями. Это съемка телефоном была. А котик остается с нашим сыном. Поэтому у него под надзором нашего сына. Поэтому за ним следят, его кормят. И он даже весьма доволен, судя по тому, как он играется. При нас он как-то не игрался. А тут надо же.
Это Лугано. Лугано – это итальянская часть Швейцарии, кантон Тичино. И такой курортный городок на озере Лаго Лугано. Вот там юг. Пальмы в грунте. Я бы не сказал, что там особенно тепло, но смотрите, в грунте, а это оливковое дерево. А вот это розмарин с цветами. Сейчас нам Ирина будет показывать цветы на розмарине. Я говорю, ну покажи цветы-то на розмарине. В Инстаграме у меня есть. Кто не подписан на Инстаграм мой, подпишитесь. Вот, потому что в Инстаграме очень много различного от того, что я выкладываю здесь на Ютубе. И там зачастую выкладывается раньше, чем появляется на Ютубе здесь. Вот это кормораны. На озере в основном кормораны. Есть какое-то количество лысух. Вот. Но кормораны вот основная птица там. Интересные. За ними интересно наблюдать. Они ныряют, парочкой плавают, потом раз нырнули. Вот. Все. И теперь смотри, где они вынырнут. Они очень долго плавают под водой. И где они вынырнут, вообще неизвестно. То есть это такая... Вот, ждем, сейчас где-то должны появиться. Вот они. Молодцы. Итак, подписывайтесь на Инстаграм. Но в этом Лугано особо тепло-то не было. Днем нагревалось, да, днем 12-14 градусов. А по ночам 0. Так что как там у них пальмы в грунте? Ну, как-то выживают. Закаленными уже стали. А вот это рыба. Какая рыба водится в этом озере? Вот я посмотрел. У нас в Каринтии, на озере Осьях, дом прямо стоит на озере с выходом к воде. А вот в Швейцарии я такого что-то не особенно видел. Вот. Тут надо мишку-коалу смотреть. Эвкалипт. А здесь все это как-то подальше от озера. Так что вот те условия, что у нас, что ты можешь прямо выйти в озеро со своего участка, тут, конечно, такого нету. Это мы ходили в музей, пытались посмотреть что-то в музее, но музей оказался закрыт. И на дверях даже жалюзи опущены. Так что остались мы без музея, но мы там на лавочке посидели, наверное, минут 15, а то и дольше. Великолепно. Солнечная сторона. Это такой престижный район вот этого Лугано. Там виллы, дорогие апартаменты, комплексы апартаментов. Потому что там солнце, постоянно солнце. То есть это такое с утра до вечера. А солнце в том районе, оно далеко не везде. Высокие горы довольно. И некоторые участки просто затененные, ну, почти целый день. Вот. И смотрите, цветочки, видимо, неправильно поняли. Наверное, зима была теплая. Они не сообразили, давай расцветать в феврале месяце. Вообще, по Швейцарии, ну, мы ездили, конечно, по делам. Вот, и немножко отдохнуть, немножко отвлечься. А по Швейцарии ездить интересно. Страна очень... Здесь и городской туризм, который такой, ну, вполне... исторические всякие вещи и музеи интересные. Здесь кулинарный туризм, разнообразие. Есть французская часть, итальянская часть. Котик Вилли продолжает там. В этот раз вертикально телефоном сняли. Вот. То есть в Швейцарии самый разный. Спортивный, пожалуйста, там на лыжах покататься. Вот эти юга красивые. То есть Швейцария такая страна, в которую, в принципе, можно ездить в любой сезон, без привязки конкретно там лето, зима. Круглый год всегда можно что-то найти. Я сделаю ролик про Швейцарию, и при этом это не будет там Цюрих или Женева, про которые популярно снимать. А я сделаю, будет ролик про Лугано подробный, и будет пару мест, откуда начиналась Швейцария. В частности, будет из города, из кантона, от которого пошла сама Швейцария, и название Швейцарии появилось. Вот. Немного погодя, обработаю материал и выпущу такой ролик. Вот смотрите, стоят в цвету у них кусты.
Как это получилось? Ну, вероятно, зима действительно была очень теплая, и они ошиблись. А вот этот город, с которого, в общем-то, началась вся Швейцария. Но про это вы увидите в следующем фильме. Вообще страна, конечно, богатая, очень хорошо ухоженная. Опять же, лебеди. Это лебедь на озере Лага Лугана, в Лугано. Вот. Ну, уехать без лебедя я никак не мог. На этом мой короткий рассказ про то, чем занимается котик Вилли в наше отсутствие, завершается. Кликните, пожалуйста, котика, подпишитесь на канал, включите уведомления, посетите мой инстаграм и успехов вам!